Добрый день. Меня зовут Артур Мхитарян. Я украинский предприниматель. Я веду открытый и прозрачный бизнес. Делаю это публично, пропагандируя предпринимательство, инновации и улучшение нашего города. За последние несколько лет я построил ряд знаковых и инновационных объектов. Я системно инвестирую в Украину и создаю рабочие места. Я никогда не имел доступа к бюджетному финансированию, никогда не занимался политикой. Я являюсь гражданином и патриотом Украины. И сегодня вынужден обратиться к президенту Украины, к Петру Алексеевичу Порошенко, так как считаю, что мой бизнес стал жертвой шантажа службы безопасности Украины. Я никогда не строил иллюзии, что ситуация с коррупцией в Украине будет решена в короткие сроки. Но сегодня чиновники уже перешли красную черту и выдавливают бизнес за пределы Украины. То, что происходит со мной, с моей компанией, с другими строительными компаниями на рынке, это больше, чем коррупция. Это шантаж. За последние 2 года искусственно созданы барьеры для получения согласования в Министерстве культуры и организована коррупционная кормушка. Министерство культуры саботирует выдачу согласования нескольким десяткам строительных и девелоперских компаний. При этом, если проанализировать выданные бумаги, такие ограничения касаются не всех. Да, получают зачастую компании, связанные с бывшими и нынешними чиновниками. Причем здесь вообще Минкульт. Я строю дом на территории бывшего завода. Участок не относится к землям историко-культурного наследия. И это подтверждает и сам Минкульт, и Институт археологии Национальной академии наук Украины. В это же время Генеральная прокуратура и следователи СБУ открывают уголовные дела о якобы отсутствии согласования Минкульта. На множество компаний, в том числе и на мою, завели такие уголовные дела с превышением полномочий и нарушением подследственности. СБУ не имеет права их расследовать, потому что придуманные обвинения не связаны с защитой национальной безопасности и обороны и никак не связаны с терроризмом. Неужели в момент, когда в Украине военное положение, СБУ нечем заняться, чем шантажировать частный бизнес и требовать квартиры за решение вопросов? Что сломалось в нашей системе? Что вместо поиска террористов, бандитов, шпионов и коррупционеров спецслужбы занимаются шантажом прогрессивного бизнеса? Одновременно появляются разные люди от СБУ и за большие деньги с угрозами закрыть стройку предлагают решить этот вопрос. Цена $1 миллион или квартиры в нашем доме. А чтобы мы недолго думали над предложением, от которого нельзя отказаться, СБУ использует грязные пиар-технологии, различные медиа-сливные бачки и соцсети для дискредитации моей компании и нашего проекта. Откуда у псевдожурналистов, которые ожидаемо не берут у нас комментариев, копии документов, прошитые нитками из сделок, которые может быть только у СБУ? Из всего этого потока неправдивых сообщений напрашивается вывод, что целью подобных грязных пиар-технологий является остановка продаж, отпугивая клиентов, чтобы загнать меня и мою компанию в нужный СБУ угол. Такое ощущение, что мы живем в королевстве кривых зеркал. Те, кто должны защищать от шантажа, сами его организовывают, тем самым разрушают частный бизнес, основу экономики Украины. Уверен, именно сейчас предприниматели все вместе, когда Украина находится в состоянии войны, должны продолжать создавать что-то новое, заботиться о рабочих местах и поднимать экономику страны. Это на нас все держится. А государство, если не хочет помогать, то пусть хотя бы не мешает развиваться бизнесу. Моя компания Тарян Групп является признанным трендсеттером украинского рынка недвижимости. Наши проекты не раз представляли Киев на главной мировой выставке недвижимости МИПИМ. А мне вручены награды за активную работу над повышением инвестиционной привлекательности столицы Украины. Я лично работаю на имидж страны, агитирую зарубежных инвесторов приходить в Украину, в
проект Титарян Групп вкладываются покупатели со всего мира, включая Израиль, Германию, Великобританию, Японию, США. Что я должен им сказать? Что СБУ возбуждает уголовное дело, потому что они тоже хотят жить в башнях будущего? Я не готов дарить квартиры шантажистам. В какой еще стране мира такое возможно? Мне, как предпринимателю, который хочет развиваться в Украине, с рациональной точки зрения, наверное, было бы эффективнее, безопаснее и легче пойти на такую сделку с СБУ и молчать. Но я не буду молчать. И делаю это не только для себя. Я делаю это для рынка, всего бизнеса, для будущего страны, потому что я за свободное предпринимательство и за прогрессивную Украину. И если у меня такое происходит, у успешного, влиятельного, публичного бизнесмена, главы строительного комитета спилки украинских предприемцев, то мне даже сложно представить, что происходит с компаниями малого и среднего бизнеса. Если мы все будем молчать, делать вид, что ничего не происходит, позволять происходить явному беспределу и несправедливости, когда проблема будет касаться каждого из вас, говорите действовать, будет поздно. Я понимаю, что сейчас, после моего видеообращения, на меня могут спустить всех собак, придумают какие-то нарушения, чтобы очернить меня и скомпрометировать. Могут начать ставить палки в колеса, блокировать любые процессы в моем бизнесе. Но я готов к этому, поскольку я не хочу становиться соучастником и поощрять беспредел, который разрушает и выдавливает прогрессивный бизнес из страны. Если я, человек с западным образованием, правильными ценностями и инновационными проектами, не скажу громко «нет», то в том числе из-за моей позиции, из-за моей молчаливого согласия в нашей стране ничего не изменится. Поэтому считаю своим долгом публично заявить о шантаже СБУ, чтобы жить в другой, лучшей Украине, даже рискуя своим бизнесом и своими интересами. Петр Алексеевич, обращаюсь к вам как к гаранту Конституции, как к последней инстанции, которая способна разорвать этот порочный круг. Если силовики не перестанут кошмарить бизнес и специально создавать проблемы, загонять предпринимателей в ловушку, у нашей страны не будет будущего. Надеюсь, как я, вопреки существующей в Украине практике, в ущерб своим интересам, поступил по велению совести, так и вы в ближайшее время примите реальные меры, чтобы помочь всему рынку, поскольку в данной ситуации бездействие подобно преступлению.